Друзья, всем привет! Скоро лето, открывается наш полетный сезон, и пора бы задуматься об аккумуляторах для наших летучек. Сегодня я хочу рассказать то, на чем летает мой 7-дюймовый дальнолет, а конкретно вот про такие вот литий-ионные сборочки. Сборочки эти я паяю сам, а аккумуляторы, конечно же, заказываются на AliExpress. В данном случае я использую вот такие вот литий-ионные аккумуляторы от Litokala. Аккумуляторы 21700. Обратите внимание, самыми популярными в нашем хобби является аккумулятор 18650. Но у них как бы и ампераж, емкость достигает там максимум 3-3,5 И они меня однажды очень серьезно подвели. Об этом позже. Что могу сказать про эти аккумуляторы в форм-факторе 21700? Они чуть больше. Они чуть тяжелее, но в них гораздо больше миллиампер-часов. То есть в данном случае это аккумуляторы Li40A, и в нем 4000 миллиампер-часов. Что могу сказать по этим аккумуляторам, в принципе? То, что тема классная, ими я очень доволен. Квадрокоптер мой с весом, сама тушка 450 грамм и примерно там 280-300 грамм сам аккумулятор, летает порядка 25 минут, не напрягаясь, на сборочке 4S. И сам аккумулятор, когда он был новый, конечно же, с 4,2 вольта, я их заряжаю до 4,2, разряжается и отдает 4000 мАч примерно до 3 вольт. То есть он даже не разряжается до пороговых значений. А как вы знаете, литий-ионные аккумуляторы можно разряжать там до 2,8, до 2,5 вольт. То есть фактически эти аккумы отдают даже больше заявленного. Если сегодня пошерстить AliExpress, то можно найти на данный момент самые популярные позиции по таким аккумам. Это опять же Litokala, но модель уже будет идти Li50A и на 5000 мА. Возможно, это эти же аккумуляторы, но просто с другой надписью. Либо уже что-то более новое и усовершенствованное. Что касаемо технических характеристик, которые указаны на сайте про вот такие вот аккумчики. Значит, модель еще раз Li40A, форм-фактор 21700 на 4000 мАч. И производитель указывает, что разрядку в постоянном режиме он должен держать 3C, в максимальном режиме 5C. Это говорит о том, что если мы наши 4 ампера умножим на 5, то он должен отдавать в моменте 20 ампер. А по своему квадрику что могу сказать? Летая в режиме блинчика, так как это дальнолет, это у нас не трюковая игрушка, мой квадрик потребляет в среднем где-то там 10-12, максимум 15 ампер. Если начать там крутить петли и так далее, или пилить с нормальной скоростью против ветра, то максимум до 20 ампер. В пиках эти аккумы мне тоже отдавали там и по 30 ампер, если трюкачеством попробовать на тяжелом дальнолете заниматься. И ничего с ними страшного не случалось. Они даже сильно не грелись. То есть, когда ты отлетаешь полный аккумулятор, если те же самые 18650, снимая с квадрика, они были реально горячие, то есть берешь в руку спаечку, она вся горячая, то эти даже сильно не нагревались. Поэтому 18650 я от них отошел и пользуюсь конкретно вот такими вот 21700. Но это не значит, что 18650 они плохие. Те же самые Litokala 18650, зелененькие, по-моему, они называются VTC6. Вот так вот они выглядят, зеленые аккумы. Они тоже верой и правдой отслужили целый сезон. И теперь торчат у меня в пауэрбанке. Потому что спустя одно лето, на второе лето я попробовал с ними опять же полетать, и лежали они в режиме хранения, то они разъезжались буквально там за 1000 мА. Должны были держать 3, но за 1000 мА они уходили ниже 3 вольт при хороших нагрузках. Такие я пользовал уже 2 сезона. Причем в прошлом сезоне я покупал еще себе и новенькие. У меня 6 таких спаек по 4. И вот буду пробовать входить с одним комплектом из 3 аккумуляторов в 3-й сезон и с одним комплектом из 3 аккумуляторов во 2-й сезон. Думаю, ничего страшного с ними не случится. Ну и пару слов
для таких же новичков, как и я. Как же делаются вот такие вот сборочки? Чтобы сделать такую сборку 4S, нам потребуется, конечно же, 4 аккумулятора, потребуется немножко провода. Я использовал в данном случае AVG-14. Его нагрузки вполне до этого достаточно. Потребуется еще заказать вот такой вот балансировочный провод с Алика на 4S аккумуляторы. И коннектор и коннектор в данном случае это XT60. Нам потребуется мама, потому что папа в основном всегда торчит на тушке. Также нам потребуется термоусадка, либо изолента, чтобы потом все это дело вот так вот красиво замотать. Маленький кусочек большой термоусадки, это уже из приятных примочек. Я делаю вот такие вот крышечки, чтобы когда полетал, использовал аккумулятор на разъем, чтобы туда, не дай бог, ничего не попало и не замкнуло. Я вот так вот закрываю и аккуратненько в коробочку. И еще один приятный такой вот бонус, мелочь, которую советую использовать. Идете в обычный швейный магазин там, или в ателье по ремонту одежды и покупаете обычную липучку. Позже покажу для чего. Спаиваю я эти аккумуляторы обычным паяльником, то есть беру 2 коротких кусочка провода, соединяю их между собой просто на спайку. Заведомо зачищаю контактные площадки чем-нибудь острым, там гвоздиком, ножиком, скальпелем, чем угодно, чтобы припой хорошо припаялся к аккуму. И хорошо нагретым паяльничком быстро прислоняю его к аккумулятору и обычным свинцовым припоем припаиваю вот эти вот 2 коннектора. Здесь, 2 проводка здесь и здесь. Здесь 2 коротких проводка идут для непосредственно коннектора. И припаиваем потом все балансировочные провода. Красный на плюс, все черные по очереди на минус каждой баночки. Тем самым аккумуляторы легко заряжаются и балансируются. Что по итогу получается по весу? «302 грамма, 303 грамма». То есть в среднем такая спайчка получается порядка 300 грамм. То есть тушка 450 грамм у меня весит, 300 грамм аккумчик, итого 750 грамм. В полете со скоростью крейсерской в среднем 60 км в час летит 25 минут, сильно не напрягаясь. И из приятных мелочей, то вот для чего нам нужна вот эта вот липучечка на самом аккумуляторе. На тушке самого квадрика вот здесь вот тоже липучка, только другая ее сторона. То есть тут крючки, а здесь назовем ее вот волосатость, это зацепка, которыми не цепляются. Это очень удобно, когда мы ремешок наш для квадрокоптера вот так вот его расправляем. Сначала на эту липучку клеим аккумулятор, то есть видите, он даже так уже не отваливается. И уже потом непосредственно зажимаем наш аккумчик. И все. То есть он здесь не ездит, не ерзает, очень крепко держится. И если мы крашимся, к сожалению, такое бывало, аккумулятор остается на месте. Ну, во всяком случае, мне везло. У меня он не улетал. Что касается аккумуляторов 18650 и вот этих вот аккумуляторов, то такая спаечка из аккумуляторов 18650, которая литакала VTC6 на 3000 мА, она будет весить легче. Если это весит у нас 300 грамм, то та спаечка весит порядка там 240, по-моему, 250 грамм. Квадрику легче лететь, по амперажу он потребляет чуть-чуть меньше, и летает он на 18650 порядка там тех же самых 20 минут. Ну, до 25, кстати, не растягивает, а эти могут 25 минут. И что не понравилось, то что отлетав 20 минут на 18650, он выпивает их полностью, и уже при подлете обратно у вас там 2,6-2,5 вольта. Здесь же, отлетая 4000 мАч, вы прилетаете обратно, и у вас на банках еще по 3 вольта. То есть и квадрик ведет себя адекватно, и ток сильно не падает.
Однажды у меня случилось такое, что на улице уже была осень, я летал на 18650-ках, еще даже до конца не отлетал там все 3000 мА, и в один прекрасный момент я просто упустил, как у меня вольтаж ушел ниже плинтуса, и квадрик просто неконтролируемо пошел вниз. Я и сам растерялся, в конце отпустил газ и просто задизармил квадрик, он ляснулся в поле. Бегал потом по грязи, искал его. Выглядело это примерно вот так. Так что вот такие пироги, дорогие друзья. Вещь хорошая, рекомендую, покупайте, играйтесь, отдыхайте, радуйтесь. Ведь наше хобби приносит нам достаточно большое удовольствие. И голова отдыхает хорошо после тяжелого трудового дня. Поэтому, кому видео понравилось, ставьте лайки. Ссылочки абсолютно на все вот эти вот мелочи оставлю в описании. Может, будет кому-то полезно. Смотрите другие видео, заглядывайте в описание. Подписывайтесь на канал. Всем пока!